Здравствуйте, с вами Рина Преображенская с новым разговором для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Сегодня утро 29 марта. Последнюю запись я сделала 23 марта в субботу. Сегодня пятница, прошла почти неделя. И захотелось, наконец-то пошел этот живой импульс прийти, поговорить, поделиться. И сразу хочу сказать, что тем на самом деле много. Я и в прошлой записи сказала, что есть темы говорить дальше, но об этом позже. Там не то время было, не то состояние. Там не до этого было. Самое главное, нужно было прожить тот момент, не выскакивать из него на автомате, а дать себе соединиться со всей жизнью, со всем, что в тебе. Как мне кажется, это правильно. И просто прожить. Прожить так, как получается, как может, насколько хватает того, что есть сейчас в тебе. Вот. Все прожили по-разному. По-разному, и вот эта разность очень сильно чувствуется. Недавно на одной встрече девушка мне сказала, что она поразилась, как накрыла всех какой-то общей, такой очень тяжелой волной, потому что вроде бы и раньше были непростые события в нашей жизни, к сожалению, конечно, к большому сожалению. События были разные, но то, что случилось в этот раз, поразило ее своей какой-то тотальностью. Вот. И я тоже это вижу, наблюдаю. Много что, конечно, могу так скажем, грубо говоря, наверное, диагностировать. Вот. И в то же время как-то и не хочется особо. Я вот все время тоже поражаюсь своей вот этой уклончивости от подробного анализа, разложения событий, или, правильно сказать, раскладывания событий по всем полкам. Хотя, наверное, в принципе, это и нужно уже делать. Но в то же время у меня все время такое ощущение, что происходит что-то более такое важное, за пределами видимого, которое не дает это сделать.
И сейчас я, наверное, все-таки озвучу то, что я вижу, то, что не видно общему глазу. Это только моя интерпретация панорамы нашей жизни. Я не претендую ни в коем случае на истину в последней инстанции. Это уже моя мантра многих лет. И скажу, что я уже какое-то продолжительное время за всеми событиями, которые происходят, они очень такие громкие, гремучие, я бы даже сказала. Не заметить невозможно. Очень насыщенный концентрат просто зашкаливает. За всеми звуками, за всеми событиями, очень тяжелыми моментами жизни, я услышала, а больше почувствовала какую-то тотальную тишину. Я ее уже давно считала на самом деле. Наверное, еще с Тургаика. Я уже даже, наверное, не помню, когда я там была. Последний раз вот, когда молоко там стояло на озере. И вот тогда я ее впервые, наверное, очень явно ощутила и прям принесла ее в себе. И она начала разрастаться, периодически, конечно, уходя из поля зрения. Но вот знаете, последние события, последнее время я ее стала все больше чувствовать, хотя события, наоборот, стали приобретать еще больший градус воспаленности. И в прошлую среду, 20 марта, я очень хорошо помню этот момент, когда я подошла к одному из своих окон и увидела на закате определенные энергии. Я всегда считываю знаки в пространстве. Для меня это часть жизни. Я по ним ориентируюсь. У меня есть определенная своя система. И всем, с кем я общаюсь, сотрудничаю, я всегда тоже предлагаю создать свою систему знаков, потому что жизнь с нами очень явно и мудро разговаривает, и поэтому не нужно упускать такой вид помощи жизни. И у меня есть своя система знаков. И в этой системе определенное место занимают цветовые моменты. То есть вот я работаю с ауросомой. Это цветовая, очень красивая история, которая пришла свыше. И основное место в ней занимают эквилибриумы, двухфазные бутылочки. Вот, по ним очень много что можно увидеть, считать, помочь себе. У каждой из этих бутылочек есть свой смысл, значение, послание, вызов. В общем, там целая история, целый мир очень интересный. И цвет — это огромный дар свыше нам. Ну, может, не свыше, а просто жизни. Уж не будем так прямо углубляться в это. Но в любом случае через цвет очень многое можно увидеть. И в ауросоме есть бутылочка Архангела Михаила, 94-я. Верхняя фракция этой бутылочки голубой цвет, нижняя
светло-желтый. Вот. Это очень мощная энергия. Она занимает свое особое место, как и каждый эквилибриум, своя сила, свое послание. И когда эта энергия приходит в пространстве, я ее вижу каким-то образом, как правило, на небе, в разных аспектах наблюдаю, то для меня очень много информации приходит. Так вот, когда я вижу сочетание этих энергий на восходе дня, то я точно знаю, что будет что-то такое, потому что для меня появление Архангела Михаила, его энергии вот в таком сочетании, это всегда говорит о том, что будут какие-то перемены и большие. Так вот, если даже на восходе я вижу, я все время такая, так, интересно. В общем, будет что-то такое. Лучше пристальнее наблюдать. А тут я увидела эти энергии на закате. И я помню, стояла и смотрела в свое окно, у меня большие французские окна. Я когда увидела на закате, я прямо залипла, и я кожей считала, я почувствовала, что будет что-то прямо конкретное. Прям большие перемены, очень большие. И в то же время я это все считала на полотне вот именно этой тотальной тишины. Я даже передать не могу. Я стояла, смотрела на этот закат, я дышала таким покоем, такой тишиной, таким спокойствием, одновременно наблюдая вот это послание, этот знак, что грядут большие перемены. Они уже давно идут, в принципе, в нашей жизни, но здесь было что-то большее, запредельное. И я дышала тем, что я видела, и эта тишина мне дала еще больше спокойствия, еще больше ресурса лично мне. И вот это состояние, я не скажу, что раздвоения во мне нет, а состояние, когда ты соединен со всеми аспектами жизни, идет ключевым сейчас во мне. То есть я чувствую и вот эту тишину, которая так и продолжает оставаться за вот этими громкими событиями. И, конечно, вот сами события, которые происходят, образно говоря, под носом. Тут невозможно от них отвернуться. И то, что стало потом происходить, для меня было, конечно же, шокирующе. И в то же время я не удивилась, я честно говорю, потому что я четко увидела различия в состоянии людей, когда те люди, которые
Вот сейчас я даже не знаю, какое определение подобрать, чтобы было понятно, что я имею в виду. Ну, давайте так, я вот просто озвучу то, что идет. Прошу опять не цепляться к словам. Различия в состоянии людей, которые больше соединены с жизнью. Я к этой категории отношу людей, которые просто живут, просто делают свои дела. Возможно, они вообще не идут никаким путем какого-то развития. Вот они действительно живые, просто соединены с этой жизнью и просто по обстоятельствам умеют. Какая-то мудрость в них есть такая человеческая. К этой же категории я отношусь и тех людей, которые такие же и что-то делают. То есть здесь, в принципе, такой... Тут все те, кто просто вот мне сложно сейчас я прям рот закрывается. Ну, в общем, короче, те, которые живые и все делают для того, чтобы жить, вот, вместе с жизнью. Я еще раз говорю, как получается, как можется. А другая категория — это люди, которые прям застыли. Прям застыли, они еще больше сейчас запечатываются. И вот в них-то как раз вот этот весь жескач и поднимается. Вот они сейчас, конечно, нам тут вытворяют все те события, которые происходят в последнее время. Это люди систем, это люди, у которых мир не имеет полутонов и красок, все в черно-белом раскрасе. Из крайности в крайность, даже не то, что из крайности в крайность, а какой-то холод постоянно ощущается. И там как не согревайся, не согревай, бесполезно. И вот я прямо вижу, как эти люди еще больше заморозились, запечатались. И сейчас просто поперли, вот слово такое идет, поперли просто вот эти защитные механизмы. И я вижу вот этих первых людей, которые более соединены с жизнью, они такие гибкие, у них такие потоки гибкие, как как вода, наверное, могу сказать. Что-то такое напоминает. А вторые, я их прям вижу, знаете, такие вот как бронетранспортеры железные с такими очень четкими углами, которые просто вот сносят, сметают все, как катки раскатывают. Жескач, вот жескач и все. Не достучаться, не докричаться даже, там бесполезно. Там такие заборы уже начали выставляться, и до этого это было сложно, сейчас вообще. И вот они-то, конечно, сейчас дают нам тут салютов, в кавычках. Вот. И вот эти все события, которые стали происходить, они, конечно, размазали всех капитально. И здесь, я еще раз говорю, каждый прожил, как прожил, и проживает до сих пор. Состояние у людей сейчас, и у всех, конечно, непростое. Вот. И в то же время начинает вот
вызревать такая середина, когда ты уже прошел концентрат события, как смог, и уже вышагиваешь дальше. И вот это вот состояние на ощупь, оно сейчас очень сильно ощущается и сказывается. Уже, как говорится, отгрохотало, пыль оседает, ясность проступает, уже как-то выдыхать получается. Но в то же время, как дальше, еще вообще ничего не понятно. И все откладывается, откладывается. Вот этот ключевой момент я тоже хотела озвучить, потому что вот я лично наблюдаю, как будто все замерло, как будто все остановилось, как будто такая тишина, и все время такой вопрос. И вот что это такое? Лично вот в моем пространстве уже накопилось очень много таких моментов, которые уже вроде бы делаю, уже вроде бы вот все готово, а все откладывается, откладывается, и откладывается, откладывается. Так вот я и хотела сказать, что у меня есть этому объяснение. Я сейчас не могу озвучить многих подробностей, потому что эти процессы сейчас проживаются в самом таком концентрированном моменте. Я еще, просто это будет преждевременная информация. Я просто хочу сказать, что если в вашей жизни сейчас все откладывается, и откладывается, и откладывается, это нормально. Это откладывается по многим причинам. Во-первых, сказывается та тишина, о которой я говорила. Сейчас она на самом деле здесь главная. Вот за пределами видимого происходят сейчас такие процессы удивительные, которые закладывают, наверное, я скажу такое, генеральное лекало жизни каждого человека. И поэтому, если у вас сейчас есть желание уединения, дистанцирования, по возможности, конечно, от каких-то встреч, обязательств, это нормально. Дайте себе это пространство, это время, потому что, еще раз говорю, сейчас начинает происходить, уже происходит, точнее сказать, очень важные, опять скажу это слово, судьбоносные процессы, и выпрыгивать из этого естественного сейчас состояния для себя не нужно. Не нужно никуда бежать, не нужно никуда проламывать. Если, конечно, это делается легко и нормально, то ради Бога, как я вижу. А у меня так не получается. У меня вот все сдвинулось. Вот у меня все сдвинулось, все отложилось. Это, конечно, началось еще, я уже говорила, с января, потом февраль этот стоп. И вот сейчас март, это вот просто я наблюдаю, как после такого тотального обнуления вот сейчас вот происходят эти процессы, когда закладываются, пишется абсолютно новая история для всех, для каждого. А мы все вместе соединяясь каким-то образом, создаем уже общее целое. И сейчас идет такая большая-большая работа на всех уровнях жизни. Вот, поэтому вот эта тишина,
уединение, добровольная изоляция сейчас самое благо для каждого человека. Потому что только в такой паузе можно действительно соединиться Наверное, тут я поподробнее скажу. Соединиться с теми, кто действительно сейчас должен быть на связи. И еще в 2020 году на встречах на пульсе жизни, когда началась пандемия, я озвучивала свое видение пространства, людей. Пришла информация, которую я передавала людям на группах, что смысл пауз намного больше, чем кажется. Это не просто отдохнуть, посидеть, полежать. В то время, когда человек успокаивается, как я говорю, садится на попу ровно, а еще лучше ложиться, происходит очень важный энергетический момент. В этот момент он соединяется со своими устоями, истоками. Сейчас мне, наверное, придется еще больше озвучить, чтобы было понятно, о чем я говорю. Дело в том, что до 2020 года все те энергии, которые лились на нас свыше, они пробуждают ведь не только людей, они пробудили все. То есть весь наш материальный мир, и Землю в том числе. И вместе с Землей были пробуждены родовые системы, потому что они до определенного момента вместе со всей Землей находились в такой спячке. Земля фактически спала. Она фактически уже отошла от того живого состояния, в котором была раньше. Она была погружена в определенное такое спящее состояние. И когда энергии начали литься свыше, они пробудили Землю в том числе. Вот та частота Шумана, которая сейчас уже постоянно транслируется, она отражает повышение вибраций очень сильно. Кому интересно, зайдите в интернет, почитайте. Вот. И вследствие этого, по моей информации, я передаю только мою информацию, которую я получила в своих процессах, и все это подтверждается уже очень много лет. Были пробуждены родовые системы. Они в свое время ушли, я, наверное, неправильно немножко сейчас говорю, не родовые системы ушли, а наши предки ушли из жизни в очень тяжелом состоянии. В страданиях, в воле, запечатанные все. И каждый унес свою историю. Детям, как правило, передавались утяжеленные уже истории. И вот так вот из поколения в поколение. То есть мы-то, в принципе, приняли жизнь из рук людей, наших предков, которые прожили очень тяжелые жизни. И вот когда эти энергии, вот эти высокие вибрации начали будить всех, то пробудились все абсолютно.
Не цепляйтесь к моим словам. Я не говорю о том, что сейчас они тут ходят все. Нет, конечно, я не про это. Все находятся там, где и находятся. У всех, как говорится, свое место в тех мирах, где они и должны быть. Но в то же время эта связь сейчас стала живой. Так я скажу. Эта связь сейчас абсолютно живая. И активизировалась вся та боль, которая была запечатана в наших предках. Вот. А боль может как проживаться? Живые чувства. Наши предки же уходили запечатанными чувствами, с той болью, которую им пришлось пережить. И вот когда вот эта вся история активизировалась, эта боль начала подниматься по крови, по генетике. И поэтому сейчас задача нашего поколения, почему я еще все время говорю, что надо очищаться, потому что необходимо помогать себе, в первую очередь очищать свое внутреннее состояние от личных тяжелых балластов, которые накоплены за вот это воплощение. Но плюсом поднялась боль по крови и генетике от предков. Они не могут ее уже иначе высвободить из своей системы, из родовой вот этой всей истории, потому что она может быть высвобождена только через живого человека, через живущего, через живые чувства. У них такой возможности нет. И поэтому сейчас так активизировалась вот эта тема связи с родом, с предками. Люди потянулись к своим истокам, их тянет. Именно поэтому их тянет, поэтому сейчас очень многие занялись составлением своих генеалогических создают, что там генеалогическое дерево. Вот. То есть вот предки, зов предков сейчас очень многие чувствуют. И многие задают вопросы, почему столько боли, откуда это все, откуда это все. Это все по крови. Это мое объяснение. Это все по крови. Это память. Потому что сейчас мы вместе со всей планетой совершаем большой переход. И раньше была история боли и страданий, выживания. Сейчас Земля переходит на новый уровень развития, уже в ту историю, когда пишется счастливый вариант. Так не жили никогда. Оглянитесь в прошлое. Сплошные войны, разрушения, боль, страдания на уровне выживания. Ну, по крайней мере, да, были разные, конечно, варианты и разные истории. И не только боль и страдания, но в основном, если хорошо посмотреть, история человечества, она достаточно такая грустная. Потому что основные события — это всегда, вот, я уже сказала, ну, несчастье точно. Вот, и поэтому сейчас нам всем очень непросто. У нашего поколения задача как я вижу, совершить вот этот переход. Наши предки выполнили свою задачу, передали жизнь нам. У них были свои задачи, они их выполнили. Они реально выжили и, еще раз говорю, передали жизнь нам. И они ушли действительно в боли, в страданиях.
И вот сейчас наша задача продолжить эту жизнь и передать ее уже в другом качестве. Не утяжеленную, исцеленную. Поэтому темы, которые я постоянно транслирую, выходят далеко за пределы моей специализации, потому что это все взаимосвязано. Здесь тема больших смыслов. Какую жизнь мы передаем своим детям, качество жизни. И в семье, и на планете это все имеет значение. И предки сейчас смотрят на каждого живущего потомка и толкают его к переменам для того, чтобы он просто помог себе, потому что они-то знают, в чем сейчас смысл нашего времени, и такого шанса у них не было. И они поэтому это делают, потому что для них самое высшее благо и самая высшая радость, чтобы видеть, что мы более счастливые, что их жизнь такая непростая была прожита не зря. Я провела очень много процессов, когда предки просто со слезами благословляли своих потомков на счастливую жизнь, что не зря, понимаете, у них тогда смысл обретается. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь прожита не зря, и ты передаешь уже другую историю, он смог. Сила есть в каждом роду есть. Если жизнь передана, значит и сила точно есть. Иначе бы здесь не было этой истории. И поэтому сейчас такая большая пошла активизация всех процессов в людях. Многие, кто сделали очень много, задают вопросы, сколько это может продолжаться. Я всегда говорю, друзья, это не ко мне вопросы. Во-первых, к своей душе, зачем она пришла в это воплощение. Я вам озвучиваю те ответы, до которых я сама дошла. Как человек, как просто Рина Преображенская, и в том числе как специалист, потому что я работаю не только с людьми, я работаю на 4 уровнях. Я работаю с людьми на уровне малой родины Коркино, Челябинск, России и всей планеты. И все, что я вам озвучиваю, это выжимка такая, концентрат из процессов на всех уровнях. То, что я знаю, вижу, понимаю, это огромная панорама, масштаб которой просто запредельный. И передать все я, конечно же, просто не могу. Тем более процессы очень многие продолжаются. Я просто не имею права их сейчас озвучивать. Вот. И поэтому сейчас наблюдается. Сейчас, подождите. Немножко сбилась я под этими масштабами. Сейчас хочу немного отвлечься. А то мне эти панорамы немножко так придавили. Хочется как-то полегче все это. Эта запись у меня очень интересная.
Я поменяла дислокацию. Прежние записи я делала в другой комнате, а сегодня никак не могла найти себе место. И такое ощущение, знаете, вот как принцесса на горошине сидишь, вот как будто что-то не то. И никак эту горошину ты не можешь обнаружить, а вот что-то елозится, непонятно где елозится. Но мне помогло то, что я встала, прям конкретно протрясла тело, просто уже не знала, что делать. И я прямо почувствовала, как вот помогла себе выйти из этих спазмов, в которых постоянно оказываешься заточенным, ну не так, наверное, конкретно, но все равно прям я почувствовала, что тело как-то немного застыло. То есть вот это вот эти спазмы в пространстве считываются постоянно, автоматически. Мы же все тут постоянно находимся, общаемся, взаимодействуем с окружающим миром, с людьми и автоматически считываем состояние пространства. И вот я уж вроде бы тут, как говорится, всегда понимаю, знаю, что происходит, по крайней мере, стараюсь соображать в этом направлении. Все равно автоматически тело так застыло, и пришлось прям тут конкретно себе помочь протрясти, чтобы как-то очухаться, и захотелось поменять место. И самое интересное, что я сейчас нахожусь у того окна, в котором я тогда наблюдала тот закат, энергии Архангела Михаила. И, похоже, вот эта канва сейчас протянулась с той среды, что сейчас это самое правильное место, во-первых, новое, более живое, более какое-то легкое лично для меня. И это для меня как раз и есть вот этот сценарий. Проживать как хорошее растение, подстраиваясь, лавируя, адаптируясь, быть гибкой. Мне так комфортно. А это состояние возможно только тогда, когда ты освободил себя от тех тяжестей, которые тебя утяжеляли. И вот, возвращаясь к той теме активизации болевых моментов у людей, то, что поднимаются все эти тяжести, я и предлагаю от них освобождаться, чтобы быть именно в таком состоянии, потому что только такое состояние сейчас способно быть встроенным в поток жизни, а больше никак. Бронетранспортерами становятся люди, которые ничего не делают, и вот эти тяжести в них поднялись, и просто вот они утяжеляют их еще больше, еще больше. У меня такое ощущение, что и так-то люди были такие жесткие, неподъемные, а сейчас их размеры энергетически еще больше увеличились, потому что эти тяжести уже поперли. Недавно я еще говорила, что сейчас такое ощущение, что из людей все дерьмо полезло вот отовсюду вообще, из всех щелей. И вот оно сейчас еще больше застыло, и энергетически эти люди, они, еще раз говорю, увеличились, их границы увеличились. Они ходят здесь углами, все сшибают, и поэтому только вот такая гибкость позволяет лавировать и уходить от этих моментов. Зачем сталкиваться лбами? Лично мне вот не надо, я ухожу от такого напряжения. И предлагаю вам
убирать все напряжение из себя и из своей жизни. И вот как раз это напряжение, как правило, является следствием тех вот внутренних каких-то тяжелых пластов, которые поднимаются из личной истории, из истории рода. И это нормально. Мы же, наше тело, наша генетика, кровь есть продолжение наших предков. А там много чего происходило. И вот сейчас все это поднялось уже давно. Просто кто-то это делал, я имею в виду вот эту внутреннюю гигиену, а кто-то нет. Так вот, кто делал, те, конечно, сейчас находятся совершенно в другом состоянии. И умеют проживать, выдерживать еще и какие-то новые возможности уже находить. Так вот, для тех, кто хочет быть встроенным в жизнь, я и рассказываю, что наблюдается вот эта тишина, я уж какой раз к ней подхожу. И если у вас все откладывается, это нормально, это вот действует как раз вот этот процесс, вот это та более глобальная история, которая сейчас закладывает генеральное лекало в жизни каждого человека. То есть человек закладывает своим состоянием, своим мышлением на сегодняшний день. И предлагаю не мешать высшему смыслу. Вот. И просто-напросто действовать по ситуации, то, что делается легко. Вот это самое правильное. Реальность очень сильно тяжелая. И поэтому здесь необходимо помогать себе всеми доступными средствами. Продолжать обязательно. Сейчас пришло время провести генеральную уборку. Когда заканчивается буря, она рано или поздно заканчивается, всегда ощущение вот этого разрушения определенного. И первое, что, конечно же, необходимо делать, это прогенералить. Просто навести элементарную чистоту. И я предлагаю эту чистоту начинать наводить внутри. Поэтому я так подробно, видимо, рассказывала про активизацию болевых моментов, потому что они-то как раз сейчас все и проявились. Почему я говорила, не убегать от своих чувств, не убегать от своих эмоций, проживать их. Потому что, я еще раз говорю, только так вы можете себя исцелить по-настоящему и помочь. Это в вас говорит и ваша личная история, потому что еще здесь сказывается коридор затмений, который сейчас нас всех трансформирует по полной программе. И активизировалась память. Память предков, память страны, память земли. Почему сейчас всех и накрыло таким вот широким, плотным покрывалом этого события.
я вижу в этом активизацию памяти. И поэтому исцеление возможно только через проживание живых чувств. Они нам даны для того, чтобы мы их проживали, а не складывали на алтарь жизни. Мне многие говорят, вот я что-то плачу и плачу, и плачу и плачу. Сама не знаю, что плачу. Почему плачу? У меня ответ всегда один: плачьте. Кто-то плачет в вас, что-то плачет в вас. Бывает просто так, вот сидишь и плачешь. Нормально. Психика живая, люди живые. Мы сами о себе ведь многого не знаем, что в нас там скрыто. Поэтому для меня это естественная, абсолютная природа человеческая — быть живым, чувствовать то, что чувствуется, проживать это, дать этому просто время. Только тело знает правду, только тело действительно живое, если его не запечатали окончательно, и оно само разберется. Дать себе вот этот вдох-выдох, не отжимать ответы сразу, а просто быть в том, что есть, и продолжать просто дышать и выдыхать. Иногда этого вполне достаточно, чтобы оставаться просто нормальным человеком. Просто человеком. Наверное, даже это слово лишнее. Просто человеком. Неожиданный получился вариант записи. Я даже не ожидала, что я такие моменты озвучу. Вот. Я же... К чему я это вообще все начала рассказывать? Про паузы. Вот. Что как раз, когда человек усаживается на попу ровно, а еще лучше укладывается, в этот момент происходит связь с родовой системой. Вот. У каждого человека есть своя звезда Земли, в которой записана вся история человека в этом воплощении. То есть там много вариантов. И когда в зависимости от его старта, от его мышления, активизирован определенный вариант. А так как сейчас активизировалась еще история предков, то они начали будить это все снизу. Корни пробудились. И поэтому вот эта звезда Земли, которая находится примерно 10 сантиметров под ступнями человека, если он на Земле стоит, то у них-то как раз вот связь со звездой Земли очень сильная. И поэтому человек, когда находится вот в такой тишине, в паузе, он соединяется со своей звездой Земли, с корнями,
И в это время происходит перезагрузка, сверка со звездой Земли, где он, что он, как он. Происходит правильное заземление и укрепление связи. Объясняю, как могу. И поэтому для меня смысл пауз намного больше, чем кажется на первый взгляд. Так человек помогает себе гораздо больше, чем он будет бегать, пытаясь как-то себе помочь где-то. Я имею в виду в интернете, еще где-то. Пытаясь найти какие-то ответы, я всегда говорю: сядьте, лягте и просто лежите, дышите. Сможете почувствовать связь с телом, с предками, с высшими наставниками? Замечательно. Нет, просто лежите, поверьте, и без вас все сделают. Тело мудрое, оно с землей связано. Там все сделают, перестроят, перенастроят, как вам надо. И именно поэтому я и предлагаю всегда идти на живую природу, особенно на непричесанную землю, где нет асфальта. Там связь еще больше, еще сильнее. И со своей звездой Земли, и с предками, и вообще с землей, с природой. Она наш дом, она наше все. Мы же оттуда пришли. Вот. Поэтому сейчас именно такое время вот этой тишины, паузы, когда происходит очередная большая сверка каждого человека. И я еще раз говорю, закладывается генеральное лекало жизни. Поэтому предлагаю быть в большей изоляции. Да, конечно, не надо закрываться, не надо уж совсем там изолироваться и не общаться ни в коем случае. Но в то же время, если вы почувствуете потребность уединения и вот этой гармоничной для себя изоляции, сделайте это. Будет здорово, если у вас сейчас именно в это время будут ресурсы, силы проанализировать, пересмотреть свою жизнь. Это здорово, правда. Сейчас все так активировано, все так проявлено, обнажено, что это внимание может сослужить вам очень большую добрую службу. За это время вы можете сделать очень многое. Потому что если этого не сделать сейчас, это потом все отодвинется, запечатается, уйдет опять куда-нибудь, либо в вашу глубь, либо еще куда-нибудь, сольется. Но это никуда не денется, потому что это ваша жизнь. Это вы. Все, что сейчас с вами происходит, это вы. Вот. И поэтому, если что-то не устраивает, болит, надрывает, смотрите, изучайте, исследуйте, убирайте, освобождайте себя, свою психику, свое тело. Начинайте вот эту весеннюю уборку, которая необходима всегда после долгой зимы, после долгой спячки. Вот скоро у нас тоже совсем потеплеет, и люди будут выходить на эти субботники. Наводить чистоту, порядок — это нормально, это естественно. Так чистота-то начинается в первую очередь внутри. Так правильно. А потом, как естественное продолжение, мы наводим порядок снаружи. Вот так, друзья.
Вот правда сценарий пандемии повторяется, только там был принудительный сценарий, а тут добровольный. Да, сколько пришлось в жизни всему произойти, чтобы до нас начал доходить смысл всего. Я хочу разместить из архива одну статью. Там тоже много мудрого сказано. Я ее размещала в 2020 году. Врач-кардиолог ее написал. В принципе, все то же самое, что, например, и я говорю, только другими словами. И тем более это специалист, который имеет те дипломы, то образование, которое для многих людей является гарантом мнения. Я полностью с ним согласна. Наверное, все-таки я его размещу, где он сказал, что во время пандемии ты встретился не с вирусом, ты встретился с собой, и предлагает искать смыслы. В первую очередь разговаривать с собой. То, что и я всегда тоже предлагаю сделать. И вот определенное дежавю в жизни, только с другими, конечно, событиями, более жесткими. Отмотайте назад, вспомните, как это все было до 2020 года, в 2020 году, вот как все стало разворачиваться и какой сценарий сейчас. Увидьте вот это ужесточение. Увидьте вот этот масштаб, последствия, сколько уже всего произошло, сколько людей ушло из жизни, и продолжается эта история уходов, к большому сожалению. И, кстати, причины-то уходов как раз вот, что люди и тела не выдерживали вот этого запечатанного состояния. Психика не справлялась, тела не справлялись. Инсульты, инфаркты — это все как раз последствия отсутствия вот этой внутренней гигиены вовремя. Не осуждаю, просто констатирую факт. У каждого на этой планете личная воля, выбор, решение, ответственность. Не мне судить, я просто озвучиваю как человек, который чуть больше видит, понимает, знает. Именно вот в этом направлении. У каждого свое место. В чем-то вы больше видите, знаете. Поэтому у вас свое место, у меня свое место. Я на своем месте озвучиваю то, что я вижу. Мне это помогает жить, мне это помогает на сегодняшний день делать мое дело, быть полезной вам. Я надеюсь, что это так. По крайней мере, те люди, которые отзываются, спасибо им большое за обратную связь. Они меня вдохновляют, и я разговариваю в первую очередь с ними. Последний раз, как мне одни замечательные девушки сказали, как я только слышу: «Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская, мне уже становится хорошо». Вот как вот ради этого не работать, конечно же. Уже только ради этого можно прийти и поздороваться, если людям уже хорошо от того, что я пришла, поздоровалась и своим присутствием дала тепло, спокойствие. Это же здорово. Вот. Поэтому жизнь продолжается.
И я сейчас вот сижу у этого окна, уже совсем расцвело. И вижу, как просыпается город. Светофоры горят. Вчера был дождь, сегодня снег. Интересно. Уже еще один повод поразмышлять, что же происходит там в пространстве. Тоже своего рода информация. Мне интересно так жить. Предлагаю вам быть более зрячими. Жизнь вообще интересная штука. В ней так много полутонов, красок, оттенков, смыслов, что жизни не хватит. И дня не хватит, чтобы все это рассмотреть. Но это очень интересно. Предлагаю выдвигаться туда, там, где интересно, там, где легко, там, где ты можешь чувствовать эту жизнь. И, наверное, самое главное для меня прям быть там, где жизнь прям реально кипит. Вот она прямо живет, она прямо дышит. Когда-то я чувствовала себя за пределами жизни, далеко, как за стеклом. Сейчас у меня уже совершенно другое состояние. Я чувствую себя в эпицентре жизни, и мне это состояние прямо в кайф. Потому что что бы ни происходило, это жизнь. Вот просто такая, какая есть. По большому счету ничего нового не происходит. И когда ты имеешь фундамент, опору, открытые глаза, честное сердце открытое, честный ты в первую очередь сам с собой, с жизнью, с людьми, которые рядом, на связи. А что еще надо? Ты на своем месте. Делаешь то, что получается, можется, то, что любишь. С радостью делишься, передаешь свое дело людям, и оно им нужно, оно им откликается, делает их более счастливыми, более спокойными. Вот мои смыслы. Я благодарна сейчас жизни за то, что есть такая возможность. Я благодарна вам за то, что мне есть с кем общаться, делиться. Красота. И для меня сегодняшнее утро красивое. Правда красивое. Красивое в своей тишине и правильности. Правильности того, что я реально чувствую себя частью целого. И могу
что-то сделать для этого мира. Надеюсь, что во благо. Как я чувствую, именно вот ради этого нас всех и будут, и ведут, чтобы каждый занял свое место, как он чувствует, как ему правильно, как ему вкусно, красиво. Именно для этого-то и заставляет нас освобождаться от всей этой шняги внутри, быть более гибкими, живыми, устойчивыми. Да, собой. Просто быть собой, и этого достаточно. Кто как доходит до этих смыслов? У меня своя история, у вас своя. В общем, друзья, я могу сейчас до утра, мне кажется, говорить. Наверное, надо заканчивать. У меня всегда есть что сказать. Это называется «надо вовремя нажимать кнопку». Вот. Вот такие дела. Я для этого разговора прослушала предыдущий. И сначала у меня было ощущение, что он будет более таким, сейчас получился разговор легче, чем я ожидала, вот так скажу. И я рада этому. Я рада этому, я надеюсь, что вы почувствовали то расширение, которое я вижу, что позволит некоторым из вас, если вы застыли, зависли в том состоянии, которое вот было последним в результате последних событий. Я надеюсь, что этот взгляд поможет вам вышагнуть из этих спазмов и увидеть жизнь за этим тоннелем. Она есть. Она продолжается. Я предлагаю все-таки в нее смотреть, вышагивать, сохраняя себя, свою семью и обязательно вот эту мудрую тишину, которая есть, которая точно есть. И я надеюсь, что вы ее тоже почувствовали. Вот такие дела. Буду заканчивать. Запись 1:13. Понятно. Сегодня душевно. Друзья, я на связи. Вопросы, отклики принимаю с радостью. Желаю вам мудрой тишины, спокойных решений, спокойного взгляда себя. И, конечно же, мира нам всем. Всем. Абсолютно всем, всей нашей планете. Всего самого доброго. До свидания.